Там, где ты, там должно быть движение. Я думаю, как миллионер, давай. Я думаю, как миллионер. Жри и не тужи называется. Пришлось подраться из-за своего багажа. Поехали с нами, давай с нами. Все, присоединитесь, сейчас там наверху будет что-то очень интересное. Вот еще одно преимущество, когда занимаешь бизнес-класс, то есть возможность первым выходить из самолета. Не только заходить, а также и выходить. И перед тобой свободная дорога. Когда ты находишься в аэропорту, ты используешь вот эти вот эскалаторы и возможности быстрого передвижения, или идешь рядом и используешь эту возможность, чтобы также размять ноги и больше походить. Я вот сегодня специально встал на эту дорожку, потому что я всегда хожу пешком, то есть стараюсь любую возможность, которая есть, использовать. Выбираем Доминиканскую республику, даже не надо было PCR-тест. Все очень просто и легко. Так, сижу в бизнес-классе, наслаждаюсь чудесной атмосферой. Удивлен, даже очень позитивно, положительно удивлен Air Europe, что у них такой хороший бизнес-класс. То есть можно действительно насладиться. После 9-часового полета и многих траблов, то есть нам надо было поменять самолет, мы должны были изменить самолет, и я это не записал, потому что были очень сильные траблы. Мы наконец-то оказались в своем самолете 2 часа спустя, то есть или 2 часа, мы где-то на 2 часа опаздываем. Ну ничего страшного, сегодняшний вечер был запланирован все равно для релакса, поэтому двигаемся вперед. Все очень просто и понятно. Кто нас встречает? Буквально за минуту прошли иммиграционную службу. Все очень доброжелательные. Пришлось подраться из-за своего багажа, потому что люди доказывают, что у них такой же багаж. Base camp, good to great. Base camp. Hi. Yes, hi. Welcome. Hi. Okay. Короткий рум-тур. Да. Вот она, комната, которая здесь приготовлена для меня для следующих 3-4 месяцев. 3-4 дней, 3-4 месяцев. Да, я не собираюсь так долго жить, но вот такая кухонька здесь. Такой вот зал. Вот у нас спальня. Здесь у нас. Вот, посмотрите. Как прекрасно. Вот по этому белоснежному песку ходишь и наслаждаешься. Ноги наслаждаются. Все наслаждаются. Это солнце, которое дает силу. Это море. Да. Вот лужайки для игры в гольф вокруг. Но меня ждут великие дела. Первое утро в Доминикане, или на Доминикане, в Доминикане. Вот оно солнце, вот оно Карибское море. Это каждое утро. Здесь сегодня баги. В ресурсное состояние надо входить всегда.
Сегодня утром мы пришли сюда в зал и решили сделать что-то для себя удивительное. Мы сели на на этот велосипед и будем сейчас здесь вместе с этими тренерами и с моей командой мечты. Где моя команда мечты? Команда мечты. Будем час просто выпаривать каждую жировую клетку. Ты знал, что жир это, то есть, когда ты потеешь, это жир, который плачет. Вот давай приведи свой жир к тому, чтобы он начал плакать в твоей жизни. Эй, это был заезд, просто ошеломляющий и выкачивающий всякие жиры из всех ненужных частей тела. Как вы себя чувствуете, команда мечты? Превосходно. А сейчас 10 минут стретчинга. Там, где ты, там должно быть движение. Вот. Все равно как быстро, но движение. Как вам тренировка? Просто превосходно. Господин Знаете, Михаил когда в Бирюк. удовольствии тело получает удовольствие, и душа тоже радуется, душевное спокойствие. Запомни, что эмоции в твоей жизни определяют твою жизнь. А эмоции ты можешь получить через движение. Заведи твои моторы с утра. Yes! Что нужно делать после хорошей, замечательной утренней зарядки, спорта, медитации, визуализации, молитвы? Что нужно делать? Вкусно покушать, позавтракать. Поехали, сейчас расскажем, покажем, поехали с нами. Давай с нами. Вот сейчас мы получили завтрак, и я покажу вам, что можно утром кушать, а что нельзя. Ну, ты выбираешь, конечно, сам, но я тебе хочу сказать. Вот это вот овсяная кашка. Она, если сделана на хорошем овсяном молоке или на миндалевом молоке, она будет хорошая. Без сахара, конечно, это замечательная кашка, которую я сегодня буду кушать. Вот это кашка. Вот это была кашка. Сейчас мы посмотрим дальше. Авокадо. Очень важно. Здесь очень здоровые, хорошие жиры, которые тебе нужно употреблять. Это убираем моментально. Вот это вот не надо, не надо. Что тут у нас еще? Ну, оливки можно, фрукты можно, лосось. Очень хорошо кушать с утра также лосось. Лосось принимаем сегодня лосось. Что у нас тут еще? Овощи, это хорошо. Ягоды, которые мы добавим в кашку. Вот это вот комплимент от гостиницы, чтобы жри и не тужи называется. Прекращаем это делать. Вот это самообман, тоже выливаем и не пьем, ну, если только Миша. И тут у нас еще замечательно приготовлены сегодня яйца пашот. Это тоже очень важно покушать. Так что у нас сегодня хороший завтрак. Джем, я вижу, здесь тоже не совсем правильный, так что лучше возьмите мед или же какой-то то есть мармелад или джем, который вы сами сделали, или же сделан вот действительно в какой-то домашней кухне. Итак, мы сейчас приступаем к работе, буквально вот через 9 минут у нас начинается живой Q&A, живые вопросы и ответы нашего квантового скачка. Вот на прекрасном побережье Доминиканской Республики, Карибского моря, с бирюзовой краской воды, с пальмами, ну и тут самая лучшая команда мечты. Я думаю, как миллионер, давай. Я думаю, как миллионер. Я вижу, как миллионер. Я говорю, как миллионер. Я слышу, как миллионер. У меня привычки, как у миллионера. В изобилии. Ты же делаешь это для обогащения. Ты же делаешь для того, чтобы иметь в изобилии. И я уверен, что если ты это сделаешь, ты готов этим поделиться. Итак, после насыщенного бейскэмпа и очень успешного биг-форума я взял себе время для восстановления, время для регенерации, время для размышления, время для рефлексии, для того, чтобы восстановить свои силы после полной отдачи, полного посвящения. Все, что происходило на бейскэмпе, это было просто уникально. Я могу сказать, что с первых минут того, что было на бейскэмпе, это была магия, это было волшебство. Я радовался тому, что я мог как тренер, как спикер полностью посвятить себя и отдать себя участникам. С первой минуты на этой сцене я чувствовал, что народ, просто участники были настолько голодными по трансформации, голодными по
всем тем процессам, для которых они приехали сюда на 10 дней. Это было шикарно наблюдать за тем, как люди могут брать ответственность в своей жизни и радоваться жизни, исходя из того, что они переживают. Да, в конце концов, на 10-й день, то есть, или даже на 11 дней день был уже Big Forum, который мы провели, где доехали другие участники, и где уже разговор шел о том, что действительно комьюнити, то есть платформа или все, что было связано с этим до этого, что оно вышло на новый уровень. Я лично говорил на этом Big Forum на тему образования, что образование — это не подготовка к жизни, а это жизнь на самом деле, что люди, которые инвестируют в образование, что они понимают, что образование высвечивает в них самые лучшие стороны, самые лучшие качества и так далее и тому подобное, и возносит их на новый уровень. Итак, драгоценные, давайте будем жить красочно, наслаждаться жизнью, брать себе время на восстановление, чтобы опять отдавать все то, для чего мы созданы, для того, чтобы служить.